И что ж, смотрим, мои дорогие. Так, как было, уже не будет. А как будет? Сейчас произошел переход. Этот переход начался с 2012 года. И на самом деле произошло то, что сказали майя. Этого мира больше нету. Мы в другом пространстве, в другом времени и уже сейчас на новых вибрациях. И так, как было, уже не будет. А как будет? Какие решения принимать и как надо поступать. И мы сейчас все это увидим. Вивиена смотрит через хроники Акаши, через информационное поле. А как будет? А как будет? Сначала мы посмотрим, как было. Как было. А было вот так. А было вот так. Правило. Жрица со двумя рогами. Жрица была действительно определенная какая-то магия на нашей планете и вообще на вас. Как было, вот так было. Давайте посмотрим, для чего так было. И это было управляло и вашей жизнью. Вашей жизнью тоже управляла невидимая, видимая или какая-то женщина. Так, как было? Была постоянная смена какой-то обстановок, постоянное какое-то то туда движение, то туда, то сюда заставляли двигаться, то сюда. 9, 10, 11, 12. Все время под цифрой 13. 4 плюс 9, 13. Все время под какой-то магией, магией матрицы. Вы даже, может быть, этого не обращали и не замечали, как, точно так же, как люди говорят, я вне политики, ну и потом по полную уши в дерьме, потому что именно те, которым все равно, их первых окунают в эту грязную жижу, чтобы они же там же в ней и задохнулись. Но они же вне чего-то. Их вне и отправляют. И вот так же было, что... А вы пытались все время как-то сосредоточиться, но не понимали, как это сделать. Но дело в том, что вот кто смотрит мое видео, вы сейчас перезаряжаетесь на новые энергии. Я вас заряжаю на новые энергии, мне идет, поступает информация с хроник Акаши. И смотрите, что действительно вот было. Было действительно какое-то блуждание. У кого-то это были странствия. Это странствие. Кто-то перемещался из города в город, из страны в страны, с работы с работы, в каких-то отношениях дружественных, личных. И это приводило в какой-то разлад, потому что как будто это делали не вы. Вы хотели какой-то стабильности, но стабильности, которая взрывается, которая радует. А у вас не было какой-то вот такой вот истинной радости в жизни. Вы все время, а если получится, а если не получится. А это именно эта рогатая корова и не давала вам вылезти из этого ужаса, из этой матрицы. У кого-то это даже близкие люди, но я говорю о высшем. И вы хотели, вот у вас такое было приблизиться к чему-то, но что-то вас все время не пускало. А теперь мы будем смотреть, а что надвигается, как будет. Потому что все меняется, вибрации меняются. И те, кто перейдут на эти высшие вибрации, будут действительно королевами, частицами божественного в этом мире. А что будет? А посмотрите, какая вышла карта, что будет. Что будет? А будет благо и любовь. Будет благополучие и любовь. И действительно, вот идет так, что после 30-го года поменяется отношение между мужчиной и женщиной. И это очень важно, потому что сейчас на Земле у нас действительно самцы и самки. И люди как придурочные бегают только за этим тюх-тюх, бах-бах, и не видят ничего вокруг. А на самом деле всего несколько дней в году было раньше у древних доступ к телу, а остальное люди тратили свою энергию на созидание для планеты. А потом пришли рогатые. Так, мы сейчас будем смотреть. Что будет?
а будет действительно воссоединение людей, а будет действительно то, что новые люди – это не конец, который как бы конец был, который я вам сказала в 2012 году, а это новое в вашей жизни идет. И вы сейчас некоторые даже уже чувствуете, у кого-то какое-то одиночество, у кого какие-то болезни, у кого какое-то, не знаете что, кто никогда не пробовал выпить, вдруг решили, ой, надо выпить, что-то прям хочется как-то изменить. Что будет новое? А новое будет, что вы отсечете ненужных людей, которые ниже будут вас по энергии. Вы их просто отсечете и скажете «пфи на вас». Вы не будете злиться, не будете в агрессии, потому что когда вы начинаете ненавидеть, а им нужно, чтобы мы ненавидели друг друга, когда вы будете ненавидеть ту сторону, как бы своих врагов, они будут вас больше ненавидеть. И вот этот вот костер, вот этот вот бензин рухнет тоннами в этот костер, и его тогда затушить будет невозможно. А нужно просто их откинуть и вообще перестать агрессивно относиться к любым людям, которые есть, даже те, которые сделали вам больно. Просто посмотрите на них. Это сейчас они хотят вас укусить. А вы повернитесь и скажите: кусай воздух, а я полетела в другую сторону. Или я побежал, как огненный конь, в другую сторону. И здесь будет действительно непорочный союз людей. Непорочный. У кого мечта встретить свою половинку, или даже подругу, или друга, или любимого человека, то да, это будет творческий союз. Союз, который будет на гармонии и непорочности. И приходят времена людей, которые будут честными, непорочными, гармоничными, а самое главное, любящими друг друга. Истинной любовью света, а не тик-ток, тебе-ток, трах, тебе дох. И что еще вас ждет? Пишем «принимаю», приобретаю. Вам говорят, все, что сейчас происходит страшное, это не конец. Это начало великой жизни, великой продолжения реки жизни. И все действительно мы будем в убранстве, в красном убранстве магической эзотерической силы, силы Галактического Союза Света Добра. Это очень интересный расклад, он философский, поймите его, и тогда ваши вибрации, которые я сейчас вам поднимаю, вы почувствуете это свет и радость. Принимаю и приобретаю свет и радость. Да будет так во благо мне, во благо всем.